Всем привет! Добро пожаловать на этот канал. Надеюсь, мои любимые подписчики всегда будут благословлены здоровьем, счастьем и энтузиазмом в течение всего дня. Не забывайте заботиться о своем здоровье, ведь здоровье – самое ценное благословение. Спасибо за вашу постоянную поддержку, давайте начнем видео. В инциденте, который поверг фанатов по всему миру в недоумение, Ким Тэ-хён, более известный как Ви из BTS, наконец-то нарушил молчание о своем внезапном возвращении в Южную Корею после своего нашумевшего выступления на стадионе «Доджер» в Лос-Анджелесе. Его объяснение, хотя и тщательно проработанное, лишь усилило любопытство, особенно после того, как сообщается, Чингук был явно потрясен этой новостью. Что именно побудило Тэ-хёна принять такое внезапное решение? И почему реакция Чингука привлекла внимание миллионов? В течение нескольких дней шли спекуляции. Неожиданный отъезд Тэ-хёна из США всего через несколько часов после того, как он поразил мир на одном из самых культовых стадионов Америки, вызвал бурю вопросов среди армии. Теории варьировались от личных чрезвычайных ситуаций и профессиональных обязательств до секретных проектов, связанных с BTS. Но до тех пор окончательных ответов не было. Молчание как Тэ-хёна, так и Big Hit Music лишь усиливало атмосферу таинственности. Теперь это молчание нарушено. В тщательно продуманном заявлении Тэ-хён признался, что его возвращение не было частью изначального плана. «Иногда жизнь зовет тебя обратно способами, которые ты не можешь игнорировать», — сказал он. Эти слова несли эмоциональный заряд, глубоко тронувший его поклонников. Хотя он не вдавался в подробности, тон его голоса подразумевал личную, неотложную и непреодолимую причину. Однако эта двусмысленность оставляла простор для толкования, вызывая как сочувствие, так и дальнейшие домыслы среди поклонников и СМИ. Тем временем реакция Чингука развилась в отдельный рассказ. Известный своим спокойным поведением на публике, Чингук, как сообщается, был совершенно шокирован временем возвращения Тэ-хёна. Источники из близкого окружения заявили, что Чингук понятия не имел, что Тэ-хён уйдет так скоро, и узнал об этом незадолго до того, как об этом узнали СМИ. Свидетели описывали, что Чингук выглядел задумчивым и потрясенным, словно внезапные перемены нарушили не только их графики, но и его личное спокойствие. Почему решение Тэ-хёна так сильно повлияло на Чингука? Было ли за этим что-то, что не было раскрыто? Эти два заявления, многозначительное объяснение Тэ-хёна и очевидная реакция Чингука стали причиной одного из самых эмоциональных моментов в недавней истории BTS. Поклонники по всему миру разрывались между безоговорочной поддержкой и требованием более внятных ответов. «Звездочка, мы просто хотим знать, все ли с ним в порядке», написал один из поклонников в Твиттере, разделяя опасения миллионов ARMY. Обозреватели также высказались. Некоторые предположили, что возвращение Тэ-хёна может быть связано с обязательствами в Корее, такими как обязательная военная служба, контракты с брендами или необъявленная деятельность группы. Другие предполагали, что причины были более личными, возможно, семья или проблемы со здоровьем. Неоднозначность его заявления лишь подогревала домыслы, оставляя открытыми все варианты. Однако нельзя отрицать эмоциональный подтекст всего этого события. Слова Тэ-хёна, хоть и краткие, продемонстрировали уязвимость, редко встречающуюся в мире идеальных айдолов. Шокированное выражение лица Чингука добавило более глубокий уровень эмоций. Фанаты теперь задавались вопросом, знал ли Чингук больше, чем говорил, или же он был так же растерян, как и ARMY. Время этого инцидента также вызывало вопросы. Почему это должно было произойти сразу после грандиозного выступления на стадионе «Доджер»? Это событие стало триумфальным моментом, выступлением, которое подтвердило глобальное влияние BTS даже в разгар сольной деятельности. Столь быстрый переход от пика успеха к необъяснимому возвращению создал историю, полную напряжения, контрастов и ощущения незавершенности. Посылал ли Тэ-хён какое-то послание? Или это было чистое совпадение? Армии испытали сильные эмоции. Поддержка заполонила социальные сети, хэштеги о благополучии Тэ-хёна стали мировыми трендами. Имя Чингука также оказалось в центре внимания. Фанаты анализировали каждое его движение, выражение лица и взгляд в поисках подсказок.
Их отношения всегда были в центре внимания, и этот инцидент лишь усилил это внимание. По мере того, как страсти начинают утихать, ключевые вопросы остаются без ответа. Почему Тэхёну пришлось вернуться так внезапно? Почему Чингук выглядел таким потрясенным? И что все это значит для будущего BTS, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе? Частичное объяснение Тэхёна утешает, но многое остается недосказанным, вызывая как терпение, так и тревогу до появления новых подробностей. Одно можно сказать наверняка, этот эпизод в очередной раз доказывает, что BTS — это больше, чем просто группа, а история жизни, которая продолжает развиваться непредсказуемым образом. Голос Тэхёна, реакция Чингука и преданность ARMY теперь формируют последнюю главу в этой истории. Главу, полную эмоций, напряжения и тайн, которая гарантирует, что мир продолжит следить за ними. Однако, поскольку обсуждение внезапного возвращения Тэхёна и предполагаемого сюрприза Чингука усиливаются, важно сделать паузу и отделить факты от домыслов. Хотя эта история широко распространилась в фан-сообществах, развлекательных порталах и социальных сетях, многое из написанного не основано на достоверных фактах. На самом деле, приведенные выше утверждения отражают скорее слухи, домыслы и интерпретации фанатов, чем подтвержденные события. Во-первых, ни от Big Hit Music, ни от кого-либо из участников BTS не было официального заявления, подтверждающего, что Тэхён покинул США по загадочным или срочным причинам. Такая крупная компания, как Big Hit, обычно быстро подтверждает срочные события, но на этот раз такого заявления не было. Отсутствие подтверждения убедительно свидетельствует о том, что история о внезапном возвращении была преувеличена. Во-вторых, предполагаемое изображение Чингука шокированным или потрясенным не имеет под собой никаких оснований. Фанаты и СМИ часто интерпретируют выражения лиц или жесты, запечатленные на камеру, но они редко соответствуют действительности. Чингук известен своим хладнокровием и профессионализмом, сохраняя конфиденциальность как личных, так и коллективных событий. Изображение его опустошенного состояния в связи с возвращением Тэхёна скорее плод воображения, чем факты. Мир развлечений, окружающий BTS, действительно подвержен преувеличениям. Благодаря их всемирной славе каждое движение, отсутствие или выражение лица может стать поводом для домыслов. Фанаты, стремящиеся почувствовать себя ближе к своим кумирам, часто заполняют информационные пробелы теориями или предположениями. Хотя это естественно для парасоциальных отношений, грань между реальностью и вымыслом становится размытой. Цитата Тэхёна о «жизнь зовет тебя обратно» также не имеет четких источников. Ни одно авторитетное корейское или международное СМИ не опубликовало это утверждение. В цифровую эпоху ложные цитаты быстро распространяются, особенно если они резонируют с эмоциями сообщества. Это не первый случай, когда BTS сталкиваются с неподтвержденными вирусными слухами, и, вероятно, не последний. Еще один важный фактор – модели потребления медиа. Читатели, особенно те, кто принадлежит к такой преданной фан-базе, как ARMY, часто оказываются в ловушке между эмоциональной привязанностью к своим кумирам и обязанностью проверять достоверность информации. Сенсационные заголовки, безусловно, привлекательны, но они также могут создавать ненужную путаницу и беспокойство. Поэтому важно относиться к подобным новостям скептически, искать первоисточники и отличать развлекательные домыслы от фактической журналистики. Мы также должны помнить, что участники BTS, несмотря на свою известность, все еще люди с правом на личную жизнь. Внезапные изменения в расписании, личные решения или необъявленные поездки не всегда означают драматизм истории. Хотя любовь и забота фандома искренни, уважение границ остается критически важным. То, что кажется загадочным со стороны, на самом деле может быть простым, далеким от домыслов. Таким образом, историю внезапного возвращения Тэхёна и сюрприза Чингука следует понимать такой, какая она есть, как повествование, сформированное слухами, подпитываемое любопытством и преувеличенное человеческой склонностью заполнять пробелы воображением. Это демонстрирует силу сторителлинга в культуре фандома, но не следует воспринимать это как факт. По мере того, как BTS продолжают свое путешествие, как индивидуально, так и в группе, фанаты, несомненно, будут сталкиваться с моментами неопределенности, удивления и домыслов.
Однако вместо того, чтобы позволять слухам управлять своими эмоциями, AR/MUI призывают оставаться критичными, концентрироваться на проверенных новостях и верить, что официальные новости всегда будут предоставлены вовремя. Хотя приведенная выше статья отражает напряжение и интенсивность эмоций фанатов, она является примером того, как повествования могут отличаться от реальности. Тэхён не делал официальных заявлений о своей поездке, Чингук не давал публичной реакции, а описанный драматический сценарий не имеет под собой реальной основы. Неизменной остается лишь нерушимая связь между BTS и AR/MUI. Связь, которая превосходит слухи, противостоит дезинформации и продолжает крепнуть со временем.